Здравствуйте, с вами Станислав Кузнецов, и сегодня мы с вами поговорим о том, как на операционную систему Windows 10 установить веб-сервер и опубликовать свой собственный веб-сайт. Сразу хочу сказать, что возможность установки веб-сервера и публикации веб-сайта присутствует не во всех версиях операционной системы Windows 10. В самой дешевой версии домашняя, либо Home, такая возможность отсутствует. Поэтому необходимо приобретать более дорогую Professional, либо еще более дорогую. С полной комплектацией. Например, Educational, либо Enterprise. Второе, что нужно заметить, что даже если вы приобрели дорогую, например, Professional либо Enterprise, то веб-сервер по умолчанию отключен. Его необходимо включить. Вот сейчас мы с вами попытаемся обратиться на свой же собственный компьютер с помощью Chrome и удостоверимся, что на текущий момент никакого веб-сайта не работает. Как мы это сделаем? Посмотрим сначала свой IP-адрес. Запускаем командную строку. Вводим команду просмотра IP-адреса 7150 и в Chrome запускаем, вводим наш адрес 150 и смотрим, что ничего у нас не запущено, никакой веб-сайт не работает. Это нормальная ситуация. Следующий этап: мы включаем веб-сервер. Веб-сервер называется IIS, то есть Internet Information Service. Для этого надо зайти в панель управления. Панель управления и программы и компоненты. Включение-отключение компонентов Windows. И мы включаем службы IIS ОК. Сейчас он отработает, и после того, как у нас доустановится компонент IIS, у нас уже можно будет публиковать веб-сайты. Итак, уже практически закончился. Все отработало. Закрываем и проверяем. У нас, по идее, уже должен отработать веб-сайт. 150 по умолчанию который. Да, смотрите, эта картинка говорит о том, что первое, веб-сайт IIS установился, и второе, опубликовался веб-сайт, который фирма Microsoft по умолчанию предлагает в качестве веб-сайта. Теперь, что мы делаем? Мы отключим встроенный веб-сайт. Запускаем диспетчер служб IIS. Вот он, диспетчер служб IIS. Заходим на наш компьютер. Вот он. За сайты. И дефолт веб-сайт делаем остановить ему. Остановить. Все. Веб-сайт по умолчанию теперь не работает. Чтобы удостовериться, нажимаем обновить. Видим, что веб-сайт не работает. Это нормально. Следующий этап — это создание собственного веб-сайта. Для этого мы создадим отдельную папочку. Допустим, на диске C папочка Web. Куда будем помещать наш веб-сайт. Итак, папочку Web создали. Второе, что нам необходимо, это зайти на какой-то сайт, который мы хотим скопировать. И наш собственный веб-сайт будет как копия какого-то другого веб-сайта. Например, мне нравится веб-сайт фирмы Microsoft. Мы зашли на сайт Microsoft. Вызываем всплывающее меню. Дополнительные инструменты. Сохранить страницу как. И выбираем веб-страница полностью. Это очень важно. Иначе работать не будет. И выбираем диск C. Папочка Web. Сохранить. Ждем, пока отработало. Все, веб-сайт скопировался. Мы сворачиваем наш Chrome и переходим к папочке Web, где наш веб-сайт сохранился. Вот эта папочка. Мы сейчас что должны сделать? Переименовать файлик из этого названия HTML в index.html. Слово индекс — это заранее зарезервированное. Иначе не будет работать. Index.html. Да. Смотрим. Все. Веб-сайт подготовлен. Теперь
можно его опубликовывать. Следующий этап – публикация нашего собственного веб-сайта. Для этого заходим в диспетчер служб ИИС, нажимаем на сайты, правой кнопочкой «Добавить веб-сайт». Имя пишем произвольное, веб, да, но в пуле приложения обязательно выбираем Default App Pool, ОК. И указываем физический путь к нашей папочке, где лежит наш веб-сайт. Вот, диск C, папочка веб, ОК. В принципе, все. Больше для простейшего, значит, публикации больше никаких настроек делать не надо. Жмем ОК. Ругается, что уже порт назначен другому веб-сайту, ничего страшного. Вот. И вот наш веб-сайт уже опубликован. Проверяем. Запускаем Chrome. Обновляем веб-страницу и видим, да, что на нашем компьютере опубликован веб-сайт, который является копией Microsoft. Тут, конечно, есть проблемы с разметкой, нужно поработать, но вообще функционал работает. Вот. Хочу заметить один нюанс. Да? Хитрая фирма Microsoft для настольных систем, таких как Windows 10, вводит специальное ограничение на количество подключений. Поэтому, если вы публикуете веб-сайт на вашем настольной системе операционной, то максимум к вам может подключиться 20 человек. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы к вам подключалось больше 20 человек, да, приобретайте операционную систему серверную. Например, Windows Server 2016. А пока на сегодня все. Подписывайтесь на канал.